В этом видео я покажу вам одно из самых исторически значимых зданий Португалии – Дворец Патриархов в Лиссабоне. Как получилось, что место с 300-летней историей превратилось в логово наркоманов и мародеров? Что осталось от работ итальянских художников и почему мы одни из последних, кто его снял? Меня зовут Анатолий, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и желаю вам приятного просмотра. Лиссабон, ночь, и мы приехали в заброшенный театр или оперный театр. Сейчас покажу вам здание снаружи. Как раз перед тем, как мы хотели в него залезть, как раз по улице проезжает полиция. Хорошо, что мы вовремя заметили мигалку и не стали в него лезть. Сейчас я вам покажу это здание снаружи. Оно выглядит, офигенно. Монструозно. Смотрите. Вот это вот все. Это заброшенный театр. Я пока не знаю, оперный или какой-то обычный. Но вот туда мы сейчас будем проникать. И что нас там ждет, мы, как обычно, по традиции не знаем. И это, конечно же, самое интересное. Погнали! Напомню вам нашу португальскую команду. Это Александра Киевская, Дмитрий Эмигрантос и Олег Прочанов. Вот вам еще немножко другой ракурс. Смотрите. Попробуем. Я не знаю, получится или нет. Мы хотим подняться на самый верх, вон туда, на купол. И оттуда поснимать ночной Лиссабон. Видите трамвай, да? Но там только что на остановке стояла бабка. Рассказываю историю. Короче, мы хотели залезть. Полиция едет еще раз. Короче, едет полиция один раз, едет полиция второй раз. Сейчас, походу, за моей спиной едет полиция третий раз. Мы, думали, что они нас, спалили, сейчас остановят, проверят. Сели на остановку подождать. Пока, посмотреть, как они там курсируют туда-сюда, хуё-моё. Вот. Они, кстати... Вот. Только, полиция пропала, и на остановке стоит бабка прямо у окна, в которое нам надо залазить, и стоит 20 минут, и ждет трамвая. Только что она уехала, и, опять полиция. Да, все, погнали. По информации человека, который дал нам эту локацию, здесь очень часто тусуются наркоманы. Полиция знает про это и периодически проводит рейды. Также в Европе есть такое понятие, как оккупасы, от слова оккупанты. Это люди, которые незаконно проникают в заброшенные дома и строения, живут там и по закону их не могут оттуда выгнать. Поэтому мы вели себя максимально осторожно, понимая, что встреча с наркоманами возможна. Ебать, нихера себе здесь запах. И хоть мы все крепкие парни, можем дать много кому звездюлей, но драться с наркоманами – это верх глупости, ведь одно неосторожное движение, порез, укол шприцом, и можно заиметь проблем на всю оставшуюся жизнь. Поэтому встречаться с ними мы не имели ни малейшего желания. Да я вижу, здесь трэш какой-то был. Я под ноги смотрю. Ага, шприцы, смотри. Походу наркоманы здесь тусуются. И, кстати, они могут быть здесь, в каком-то помещении. Надо быть аккуратным. И под ноги смотреть. Вон еще один шприц, смотри. Это жесть, да, реально. В Португалии по-любому все здания запечатывают кирпичами в городах, потому что очень много наркоманов. Такой вот внутренний дворик. Вот основное здание. Сейчас будем направляться в его сторону. Димон, выруби этот фонарик, он у меня стробит. Либо мощнее его делай. Да.
Раздрай тут такой мощный. Кондиционеры все разбили. Возможно, что-то вытаскивали. Да, вытаскивали какой-то металл ценный издавать. Ну, кстати, друзья, вот эти вот кондиционеры, которые, очевидно, разбирали, чтобы найти какой-то ценный металл, это показатель того, для некоторых зрителей, которые думают, что типа мародерят заброшки, там ищут металл только там в России, в странах СНГ, нифига. Вот вам, смотрите, Европа, то же самое. Так что люди везде одинаковые. Где? Там кто-то есть? Идем тем коридором, пройдем. Ух. Возвращаясь обратно, Саша услышала какой-то звук. Действительно она что-то слышала или нагоняла жути специально, я не знаю. Ты видела или слышала? Слышала четко. Вот такой. Да, обстановочка напряженная, конечно. Кстати, когда человек находится в подобных местах, организм действительно может создавать визуальные и слуховые галлюцинации. В далекие времена я часто принимал участие в ролевых играх в катакомбах, и мы по 3 дня не выходили на поверхность, и я часто ловил галлюцинации. Мне казалось, что кто-то прошел, или я слышал звуки, которых в реальности не было. Опа! Ничего себе! Ух ты! Смотрите, добрались до чего. Охренеть! Посмотри, какая отделка. Вонючий случай. Вот это я понимаю красота. Смотри, балкончик, видишь, сверху? Друзья, шутки шутками, я не знаю, можете воспринимать это как цирк, как какую-то постанову, но здесь реально мы слышали какие-то шорохи и ходьбу. Здесь реально могут находиться наркоманы, поэтому Димон на всякий случай взял палку. Понятно, что нас много, мы здоровые, мы вломим, если что, звездюлей, но, понимаете, наркоманы – это опасная херня. Класс, конечно. Интерьер потрясающий. Внутренний интерьер этого места говорил о том, что построено здание было как минимум в 19 веке, если не раньше. Но что здесь было, мы пока не поняли. Однако наши первоначальные предположения по поводу театра постепенно таяли. Что здесь было до того, как здание разграбили, мы в итоге поймем. А пока я начну вам рассказывать более раннюю историю этого здания. Просто невероятно. Такое здание заброшено. Сань, что там нашла? А ну, обложку открой. Что-то понимаешь? Не-а. 93-й год. Толяна. Ничего не понимаю. Вообще ничего не понятно. Институт, тропикал какой-то, ДЦМ. Тут в углу еще какая-то книжка валяется. Документос. Да. 1950 год. Саня говорит, там интересней. Давайте пойдем посмотрим, что же там такого интересного. Мои предположения по поводу возраста здания оказались верны. Оно было построено еще в 18 веке. Но когда я начал изучать историю этого дворца, я понял, что мы проникли не просто в очередную заброшку, а в одно из самых исторически ценных зданий Португалии. И в конце вы поймете это под действием правительства Португалии. Вот, ребятки, дебют португальских артефактов прошлого. А тут выход. Какой-то дворик. Ага.
Ладно, я не сильно хочу на улицу светить, чтобы прям сильно не палиться. Компьютеры, мониторы старые. Это же радиатор, смотрите, вполне выглядит неплохо. Смотрите, я, кажется, нашел выход на балкон. Да. Вот внизу тот самый дворик, где мы проходили. Там свет горит, смотри. Вон. Вон в окне свет горит. Сейчас я приближу. Думаешь? Похоже, как свет горит. А я не свечу особо. Ладно, идем, короче. Не, это не похоже на отражение. Это похоже, что там кто-то находится. Да. Там свет горит. Вырубай свой фонарь, ты что, гонишь? Блядь, я спалился, сука. Стой, стой, подожди. Давай подождем, может кто-то выйдет, посмотрим. Ну да, там люди есть, да. Там именно фонарь, вау. Ага. Пиздец. Куда твоя смелость пропала? Ты ж хотела... Смелость, я в Европе. Ты ж хотела проверить, кто там. Так идем проверим. Только не наступай на стекла больше. О, смотри, видел? Кого? Это наши идут. Да. Идем толпой проверим. Пс. Пацаны, сюда, сюда. Никто не орет. Бери палку, идем проверим, кто там. Никто не орет. Там реально свет горит в комнате. Контент. Я понимаю, что контент. Это не контент, это называется доебаться до людей, которые заезжают на вопрос. Ну да, будет не очень может быть ситуация. Просто, Мы ж не знаем, там агрессор или нет, пошли в башню. Или может там толпа живет. А может их тут много таких толп. А может это сторож? Может быть. Тогда проблема будет. Да. Дима с Олегом были правы. Контент контентом, но нам не по 18 лет, и лезть на рожон к людям, которые там могли быть, не лучшая идея. Единственной, кто хотел идти на пролом, была Саша. Но нас было больше, и мы победили, и решили уйти отсюда, исследовать здание дальше. И, возможно, в конце, перед выходом, вернуться. Выйдя во двор, я увидел еще один свет, но уже в другом окне. Такое ощущение, что в этой части здания реально жили окупасы. Как вы считаете, правильно мы поступили, проявив осторожность, или нужно было ломиться несмотря ни на что? Друзья, мы продолжаем исследование этого монструозного здания. Аккуратненько все проверим. Потом постараемся вернуться туда и все-таки узнать, кто же там живет. Сторож, наркоманы или просто бездомные.
Саша нашла сейф очередной. У меня такое ощущение, что здесь стекла поразбрасывали специально, чтобы слышать, когда кто-то здесь лазит. Друзья, больше эксклюзивного контента найдете на моем бусти. Подписка стоит дешевле чашки кофе, ссылочку оставлю в описании. Офигенный стол. Главное, смотрите, сохранился. Замочки. Пусто. Вы просто посмотрите на этот потолок. Красотища. Шкаф распределительный. Даже какое-то оборудование еще осталось. Ничего себе. Смотрите, офигеть, даже кабели остались. Их же, блин, могли просто взять, как минимум на металлолом сдать. Да, понятно, они старые, но все же. Кассеты, смотрите. Кассеты старые еще. Это даже еще, по-моему, до времен магнитофонов. Я такие не застал еще. Смотрите, какая лестница. Правда, раздолбанная слегка. Но все же. Блядь. Как лестница? По одному. Тут мало ли. Показалось. О, смотри, видел? Пс, пацаны. Раритет. Смотрите, какие-то странные штуки. Кто знает, что это такое? Вот это, скорее всего, лестница наверх в купол. Ух ты! Офигеть! Короче, здесь в конце лестница очень закошена. Надо очень аккуратно подниматься, если, не дай бог, она обвалится, мы отсюда не слезем. Вон. Сейчас покажу. Не знаю, видно или нет. Но мы на самом верху. Сейчас будет красота, ребят. Вырубаю. Ребята, дайте выйти. Охренеть. Просто охренеть. Это невероятно красиво.
Вот вам ночной Лиссабон, ребят. Блин, у меня коленки трясутся. Оно очень ненадежно. Очень красиво, но очень, сука, стрёмно. Я не знаю, видно или нет, мост через залив. Вот вам немножко другого ракурса. Вот мост, надеюсь, видно. Димон, как видок? Вообще бомба. Охренеть, да? Просто невероятно. Очень стрёмно. Пиздец стрёмно. Если она падает, просто это все геймовер. Да. Это гейм-овер. История здания начинается в 1701 году. Первая группа домов на этом месте была построена по приказу настоятеля Лиссабонского собора. Прежде всего, следует сказать, что своим названием дворец обязан своему местоположению на улице Руа де Жункейра, 86, но он также известен как Паласио Бурнай или Паласио дос Патриаркас. Различные названия, присвоенные на протяжении веков, раскрывают историю здания, в котором останавливались дворяне, прилаты, принцы и финансисты, пока оно не стало сегодня штаб-квартирой. Впрочем, не будем забегать вперед. Чья штаб-квартира здесь была, вы поймете чуть позже. Первую известность и название Дворец Патриархов здание получило после покупки его патриархом Лиссабона в 1755 году. Почти столетие спустя поместье приобретает бразильский финансист Мануэль Антонио де Фонсека, известный как Монте-Кристо. Вскоре оно перешло к инфанту Испании и внуку короля Португалии, а позже стало резиденцией испанского посла. Здание быстро меняло владельцев. Следующим стал купец Энрике Бурней. Именно благодаря ему дворец снова стал известен. Он вложил в это поместье колоссальные деньги. Художники и скульпторы со всей Европы украшали дворец своими работами. Была проведена модернизация здания, подключена центральная канализация и полное отопление здания, что в начале 20 века могли себе позволить далеко не все. После смерти Энрике Бурней в 1909 году дворец принадлежал его наследникам, а после смерти графини Бурней в 1924 наследники выразили желание продать ценную коллекцию на открытом аукционе. Этот аукцион имел национальную и международную направленность. В 1936 году содержимое дворца было наконец продано с аукциона. При этом часть поместья была приобретена португальским правительством и позже включена в коллекцию Национального музея античного искусства. Фотографии, которые вы сейчас видели, были сделаны в 1933 году для продажи, и их предоставили наследники для Национального музея. Вот эта лестница, смотрите, какая она, блядь, стрёмная. Какая же, сука, стрёмная лестница. Продолжаем исследовать здание на предмет чего-то интересного. Или кого-то. Мы сейчас вернулись в коридор, где Саша кого-то слышала. Я до сих пор слышу вот здесь такое, сейчас было такое. Меня приложение не набраживать по этому зданию, потому что оно гигантское. В любом случае в отдаленной комнате кто-то может поджинать. Пойдемте посмотрим тот свет, который все-таки мы обещали показать нашим зрителям. И посмотрим, что там действительно есть, кто или нет. Ну так давай сюда пройдем как раз, выйдем туда. Мы не выйдем туда, мы выйдем обратно, через коридор по кругу. А, блин, нам надо подняться, да. Подняться надо. Ну давай. Нам надо идти сюда. Короче, мы вернулись в той комнате со светом. Все-таки любопытство победило, надо проверить. Опять на стекло наступил. По старой традиции сыграем в игру камень, ножницы, бумага, кто пойдет чекать. Давай. Да Сашка пойдет. Сашка хочет.
Да пофиг, Сашка, полботряс. Ребята, не хотят, чтобы я шла человека, поэтому мне говорят, ножницы бумага. Это Давай. Давай, меня Первые бери. ножницы. Раз, два, три. А, ножницы. А, блядь, подожди. Стой. Это просто на Еще раз. камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я минус сразу. Это ножницы первые. Блядь, первые. Да были уже, все, на счет три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, В три. смысле первый Камень, ножницы? ножницы, бумага, раз, два, три. Что? Ну вы вышли, блин. Да какой ножницы? Давай иду, давай. Вы вдвоем с Олегом, получается, сидите. Давай. Да идем все, короче. Мы 4 оленя. Это просто свет с улицы был. Ух ты. Реально стрёмный коридор. Какой-то класс. Я знаю, что думаешь, это не театр, это походу какое-то административное здание. Наша информация была немножко неверной. Смотри, пс. Какой-то... Нихера себе звуки. Какая-то ворона. Ресепшн или... это раздевалка, наверное, была. Институт? Это институт. Исследование какого-то тропического. Так, господи, птеродактиль. Короче, мы выяснили, это был институт. В настоящее время дворец является резиденцией приходских служб и социальных мероприятий Технического университета Лиссабона. Учитывая наличие аудиторий, вероятно, здесь также читали лекции. Монтируя это видео, я наткнулся на статью, которая вышла 5 января 2024 года, после нашего посещения, где говорится о том, что правительство Португалии выделило 26 миллионов евро на восстановление этого здания с целью сделать в нем музей. Это в очередной раз говорит о том, что все заброшки рано или поздно исчезают. И это очередной случай, когда я успел снять место до его исчезновения. Пусть и не с лица земли, но со списка заброшек уж точно. Нашли уже третий сейф. Тропическом национальном институте исследовательства столько большое количество сейфов. Правильно Димон говорит, непонятно нафига в университете 3 таких сейфа. И все закрытые. Помимо кодового замка, буквенно, здесь есть еще замочная скважина. Я так понимаю, что даже когда уходили, этот сейф оставили закрытым, и он до сих пор не был вскрыт. Как думаете, что может быть внутри, и вероятность того, что этот сейф когда-либо вскроют? Такой кодовый замок я не видел ни на одном сейфе, ни на одной заброшенной локации, какую бы ни посещал. Сниму для вас поближе, посмотрите, как это выглядит. Может быть, есть специалисты, которые смогут объяснить, как он открывается. Здесь надпись «Фабрика Ю Португал». Ну, мы в Португалии, логично, что замочная скважина плюс массивная ручка. Посмотрите только, какие петли, чего они стоят. В общем, пишите комментарии свое мнение. Да, пишите комментарии, свое мнение. Друзья, смотрите. Заходим в огромную аудиторию.
Это реально вау. Кто сидел здесь, не совсем понятно. Это же не кинотеатр. Ну, проектор-то, наверное, был какой-то там, внизу Ну, белый лист стоит. Может быть, да. Может быть, проектор и был. Да, когда-то был датчик движения. Друзья, вначале мы думали, что это театр. Потом мы предположили, что это административное здание. В итоге это оказался университет. В этом и интерес исследования заброшенных мест где-то в далеких странах, потому что всегда есть некая интрига, и ты не знаешь, что это за место. И тот самый дух исследования, он каждый раз просыпается. И интересно исследовать такие места. Напишите, интересно ли было вам смотреть за нашими приключениями здесь. Сразу хочу сказать, что мы действительно слышали какие-то шорохи, шаги, то есть это не была какая-то там дешевая постанова, там а-ля «Призраки» или что-то такое, ничего подобного. Вы знаете, что я таким не занимаюсь. Никого не встретили, да и слава богу, мало ли какие могли быть проблемы. Опять же, жду вашу обратную связь в комментариях. Надеюсь, видео вам понравилось. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. И увидимся в следующем видео.